Здравствуйте, мои подписчики! Добрый день всем, еще не подписавшимся. Сегодня я собираюсь вязать мочалки. Связала 2 мочалки и из 3 мотков такой пряжи. Эта мочалка чуть пошире. Вязала сыну. В себе поуже на 2 петли. Здесь у меня не хватило немного пряжи, я добавила советскую. Оставался небольшой маленький клубочек. Она намного мягче этой. Ну, вроде бы это на вид колючая, жесткая, но так она при мытье мягенькая. Вяжу я мочалки всегда в одну нить. 2 нити для меня грубо и жестко. Я купила 3 мотка пряжи. Рукодельница по 50 грамм. И есть еще остаток красной пряжи советских времен. Моя задача связать из этого количества пряжи 2 мочалки без остатка. Вот, связала мочалки. В дополнение к этой. Кто знает, где можно купить такую пряжу, такую нить? Это нить с советских времен. Очень мягкая на ощупь. Положите конец нити между средним и указательным пальцем. Введите крючок слева направо. Придерживайте нить. Первая петля. Наберем 37 петель плюс 1 воздушная петля. Цепочку при вязании натягивайте. 2, 3, 4, 5, 36, 37, 1 воздушная петля. Теперь нужно выровнять цепочку и замкнуть ее в круг. Соединительный столбик, 1 воздушная петля. Вяжем столбиками без накида 2 ряда. 1. Так, пометим. Маркером. 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36, 37. Соединительный столбик, воздушная петля. Второй ряд тоже с столбиками без накида. Повесьте маркер. 1, 2, 3, 36, 37. Соединительный столбик, воздушная петля. Начинаем вязать узор бахрому из вытянутых петель. Так, проверим, не перекрутили ли мы мочалку. Вроде бы все ровненько. Вводим крючок в ту же петлю,
1 петля. Крючок за нитью вводим в следующую петлю предыдущего ряда. Нить накидываем на большой палец. Провязываем 3 петлю. Теперь нить через все 3 петли. На крючке 1 петля. Вводим крючок в ту же петлю, откуда вывязывали бахрому. 1 петля. Крючок за нитью. Вводим петлю предыдущего ряда. Накидываем нить на большой палец. Провязываем 3 петлю. Вяжем 3 петли вместе. Конец 2 ряда. Тридцать 5. 36. 37. Так, в конце ряда не вяжем. Соединительный столбик и воздушную петлю. Сразу вяжем круговую бахрому вытянутыми петлями. Так, маркер можно убрать. Маркером будет вот этот хвостик. Так, здесь у нас соединительный столбик, воздушная петля. И вот она, 1 петля. В эту же петлю 2 петлю. Крючок за нитью петлю предыдущего ряда. Накидываем нить на большой палец. 3 петля, все 3 петли вместе 1. Вяжем таким образом больше половины мочалки. И еще раз покажу для тех, кто не понял. Я-то думаю, что я хорошо объясняю. Так, крючок за нитью вводим в следующую петлю предыдущего ряда. Накидываем нить на большой палец. Захватываем эту нить и провязываем все 3 петли вместе. Так, видно ли вам? Вот, можно таким вот образом понять. В ту же петлю вводите. Эта петля закрепляет вытянутую петлю, не дает ей выскользнуть и держит ее в вертикальном положении. Так, дальше вот всю эту бахрому пальцем убирайте вниз. Вся картина видна. Нить, крючок за нитью в следующую петлю предыдущего ряда. Накидываете на палец, на большой палец нить. Вывязываете 3 нить. Теперь вяжете все 3 петли вместе. Так, теперь я думаю, что вам не составит труда связать больше половины мочалки. Связали больше половины мочалки. У меня ушел весь моток пряжи. Оставим ее на время. Чтобы не распустилась. Приступим ко второй. Вяжем ее аналогично первой до 7 ряда. Увлеклась, связала 7 рядов. Распустила ряд, хотя можно было оставить. Начиная с 7 ряда буду вязать по 1 петле из красной нити.
Чтобы равномерно распределить красную нить, ее немного, сначала свяжу ручку. Так, эту петлю как можно длиннее оставим, чтобы не распустилась ненароком. Набираем 2 петли красной нитью. Вторая петля. Завяжем эти обе нити вот так, чтобы не распустились. Потом их заправим на изнаночную сторону. Так, провязываем 2 петли вместе. Вводим крючок в нижнюю левую петлю. 2 петли на крючке. Вместе одной. Вводим крючок в нижнюю левую петлю. 2 петли вместе. Таким образом вяжем ручку нужной длины. Сделаю на этой мочалке ручки покороче. Так, сейчас померим. На этой ручки длинноватые. Они вот растянутся таким образом. Нормально. Складываем мочалку пополам. Я не перекрутила. Так, проверим. Все нормально. Так, положу так. Складываем мочалку пополам. Ровненько половинка. Вот здесь половинка. Начинаю вот отсюда. Половинка, 1, 2. 2 ниточки цепляем. Одна. Вторая. И третья. 2 нитки вот. Хоть. Разворачиваем. Вязание. Так, проверим. Правильно ли мы ручку сделали? Да. Здесь еще 1/3 петля будет. Так. Я не люблю сильно толстые ручки, поэтому вяжу как можно тоньше. Вы можете потолще вязать. Так. Вот таким образом вяжем до следующего конца. Вот такая у нас будет ручка. Так, вот следующая петля. 2 петли захватывайте. Отрезаем нить. Связала красные нити вместе. Теперь нам надо спрятать красную нить на изнаночной стороне. Так, теперь что у нас получилось? Вот у нас ручка с этой стороны и с этой стороны. Вот ручка. Ручки не перекручены. Так, вяжем дальше.
7 ряд. Темно уже. Так, крючок за нитью. Вводим в следующую петлю. Так, теперь вводим красную нить. Красную нить будем вязать по одной петле в каждом ряду. Так, серая нить за вязанием. Вводим в следующую петлю предыдущего ряда. Натягиваем петлю. Провязали. Так, дальше серая петля. Вводим сюда же. Дошли до красной петли. Так, будем вязать красной. Две петли хочу вязать. Так. Две петли. Дальше меняем на серую. Приближаемся к красным нитям. Серая. Теперь красная. Красная. Дальше. Серая нить вдоль вязания. Она таким образом закрепляется. Будем вязать по 2 петли в каждом ряду красной нитью. Так, следующая петля. Теперь серый. Продолжайте вязать в таком же темпе по 2 красные петли в каждом ряду, пока не закончится серая пряжа. Закончила второй моток пряжи, связала больше половины мочалки. Видите, какая мочалочка.
Вот сколько я выиграла за счет красной пряжи. Так, третий моток дела, последний. Начнем с ручки. Вяжем ее аналогично красной ручке. Связала ручку из серой нити. Раньше я начинала вязать мочалки с ручек. Теперь стала так вязать. Это проще, и ручки при желании можно перевязать. Но мне еще не приходилось перевязывать ручки. Привязала нити к мотку с обеих сторон. Этот сверху, этот изнутри. Вяжем мочалки по очереди, равномерно распределяя нить. Начну с серой. Меньшей мочалки она будет чисто серая. Ну а это с красной ручкой или без, видно будет дальше. Покажу я, каким узлом связала нити. Чтобы не развязались. Все, уже не развяжется. В этой мочалке провязываем также в каждом ряду по 2 петли. Также вяжем 2 петли из красной нити. Закрепили правую нить и вяжем дальше серой. Вяжем параллельно обе мочалки, чтобы они получились примерно одинакового размера.
Серая пряжа заканчивается. Связала длину, достаточную для обеих мочалок. Складываем мочалку. Вот как она лежит. На уровне начала вывязывания ручки с противоположной стороны начинаем вязать 2 ряда столбиков с накидом. Вот у нас последняя вытянутая петля. Закрепляем ее петлей в следующую петлю. Вытягиваем петлю, 3 петли вместе. Можно сделать накид в следующую петлю, обычные столбики без накида. Так, пометим маркером, чтобы не потерять первую петлю. Вяжем 2 ряда столбиками без накида. Заканчиваем второй ряд. Начинаем вывязывать ручку аналогично красной ручке. 2 петли, 2 петли вместе. Одна мочалка готова. Довязываем вторую. Также ее складываем. И в начале вывязывания ручки начинаем вязать столбики без накида. Закрепляем вытянутую петлю, следующую петлю, 3 петли вместе. Так, следующая петля, обычные столбики. Так, обозначим маркером первую петлю. Вообще-то ее не потерять, там уже видно будет. Вот, видно, где заканчивается. Начинаются столбики без накида и заканчивается бахрома, вытянутые петли. Вяжем 2 ряда столбиками без накида. Тут у меня нить заканчивается. Так, дошла до красных петель. Вот у меня осталось только красную нить. Свяжем серой. Дальше вяжем красной нитью. Закончила вязать, мочалки готовы. Здесь мне не хватило серой пряжи на столбике без накида. Довязала красный. Ну ничего, как будто так и было задумано.
Красная нить осталась. Возможно, когда-нибудь свяжу еще мочалки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за поддержку. Всего хорошего.